На прошлой неделе у Яндекса произошла большая утечка исходного кода. Благодаря ей стало известно, как работает поисковик и как работает в нем цензура. То, что Яндекс работает с Кремлем, не новость. Но оказалось, что в нем есть прямая цензура запросов. Например, при запросе «плешивый» поисковик вручную и незаметно для пользователя скрывает все результаты с Путиным. Почти год россияне живут в условиях самой настоящей военной цензуры. И ситуация становится все хуже. Март 2022 года. С начала войны прошло чуть больше недели. В России закрывают «Дождь» и «Эхо Москвы». Сайты «Медузы», BBC, «Радио Свобода» и Deutsche Welle блокируют. Теперь доступ к ним можно получить только через VPN. Редакции уезжают из России, потому что работать здесь становится невозможно. Василий Полонский – один из немногих журналистов, которые остаются в России. Он до последнего работал на телеканале «Дождь», до его закрытия 3 марта 2022 года. И потом, как гром среди ясного неба, это вот, если не ошибаюсь, 1 марта, когда заблокировали наш сайт. Мы уже до этого получили распоряжение от Роскомнадзора по поводу того, что нельзя, по-моему, называть войну войной. Это в редакции вызвало невероятные споры, но мы не понимали, как делать, что правильно. Я тогда очень топил за такую формулировку. Я говорю, слушайте, ну если мы не можем называть, ну давайте тогда играть в эту игру. Давайте называть так называемая спецоперация. Звучит круто, но правда звучит как бы мы честны перед зрителем, что мы иронизируем над этим. Мы ставим как бы не то что под сомнение, но это так называемая спецоперация, потому что ни юридически, ни фактически никто не может объяснить, чем спецоперация отличается от войны. Главный редактор «Сирены» Андрей Затирко уехал из России в июне. До конца мая он продолжал работать главным редактором новосибирского издания «НГС». После того, как началась война, все сильно изменилось, и теперь уже государство напрямую говорит, как нужно писать, а как не нужно писать. Вот о главной для государства сейчас теме — это войне. Да? То есть и те журналисты, которые остались сейчас в России, те СМИ, которые продолжают работать, не будучи заблокированными, они вынуждены смириться с тем, вот, с этими условиями новыми. Заменять слово «война» словом «спецоперация», не писать, не подсчитывать количество погибших в регионах, из регионов военных. Да? На это осмеливаются буквально единицы медиа, и после этого они вынуждены также или уйти в эмиграцию, или могут быть вполне заблокированными. В 2022 году Роскомнадзор заблокировал 125 тысяч публикаций про войну в Украине. По статье о фейках про российскую армию возбуждено 187 уголовных дел. Фейк – это любая информация, отличная от официальной версии Минобороны. Мы готовили один материал, касающийся темы, могут ли срочники оказаться на войне в Украине. И мы поговорили с матерями потенциальных призывников. Вот. Ну, естественно, они высказались сильно против, и это вызвало бурную реакцию со стороны и властей, и органов ФСБ. Я имел несколько неприятных разговоров на эту тему. Вот. И мы вынуждены были, чтобы это не посчитали дискредитацией, мы вынуждены были добавить комментарий местного военкома, который сказал, что, естественно, срочники не участвуют в войне. Потом уже позже выяснилось, что на самом-то деле они участвовали, и потом Путин даже это признавал, да, хотя сам заверял, что этого нет. Но вот на тот момент пришлось импровизировать, потому что заблокировать крупное городское медиа и оставить без работы 150-200 человек было достаточно тяжело. Меня абсолютно это поразило, когда 21 сентября, уже путаю, объявили частичную мобилизацию. У меня вышел материал, уже все преобразовалось, я уже работал в «Новый рассказ» газете, это новая СМИ, которая делает «Новая газета», мы сделали YouTube-канал «Но-медиа» из России. И я делаю материал, частичная мобилизация началась, и я делаю материал, и я говорю, мобилизация, в России объявлена мобилизация, увидите, какое количество людей стоят на границе и так далее. И редактор говорит, мы не можем говорить мобилизацию.
И тогда я, конечно, был абсолютно повергнут в шок, что, оказывается, кажется, что это наша какая-то самоцензура, а нет, это Роскомнадзор разослал всем письма о том, что вы не имеете права говорить о мобилизации. По сути говоря, опросы на улицах уже запрещены, потому что сегодня появилась новость о том, что Deutsche Welle сняла каких-то людей, которые ходят в Москве, и вот сделала с ним Vox Populi, известный такой формат, когда людей просто на улице просят дать комментарий какой-то, и они говорят. И люди, которые назвали войну войной в этом Vox Populi, которые высказались против войны, на них, видимо, готовятся сейчас административные дела. Вот. И, соответственно, получается, что сам жанр Vox Populi, касающийся войны, он оказывается под запретом и под уголовным преследованием Российской Федерации, потому что если ты только можешь там что-то говорить, то только хваля вот это событие, которое происходит на границе России и Украины, и только называя их специальной военной операцией, никак не войной. То есть вот, пожалуйста, государство ввело такой законодательный запрет. Всего за 2022 год Кремль заблокировал 247 тысяч интернет-ресурсов. А принимать решения для Генпрокуратуры стало еще проще. Теперь ведомство может блокировать без решения суда доступ к материалам, в которых содержится обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность. Под эту формулировку с точки зрения российской власти могут попасть почти все. Так, уже в 2023 году Россия признала крупнейшие независимые СМИ «Медузу» нежелательной организацией. По мнению прокуратуры, она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Теперь любое сотрудничество с «Медузой» потенциально может привести к уголовной ответственности в России, даже для внештатных авторов и тех, кто дает комментарии журналистам издания. То есть до сих пор многие региональные независимые СМИ находятся в подобной ситуации. То есть они не понимают, что будет завтра, и видят, что вокруг все уходят, что вокруг многие медиа закрываются, что их блокируют. Самое тяжелое для меня было наблюдать, как омский телеканал ТВ2, достаточно известный в России независимый, как вся редакция во главе с главредом, по-моему, и основателем записали видео о том, как они прекращают работать, потому что они не могут в таких условиях работать. То есть вот такие видео было тяжелее всего смотреть, потому что ты понимаешь, что ты с ними согласен, ты понимаешь, что они говорят правду, что они действительно находятся вот в этих тисках, и что ты должен, наверное, поступить так же. Таким образом, в России без VPN доступны, по сути, только два независимых источника информации – Википедия и YouTube. Впрочем, и их блокировка уже давно и активно обсуждается. Я думаю, что, к сожалению, эти читатели вынуждены будут читать более пропагандистски настроенные медиа. Те медиа, которые остались и которые вынуждены к цензуре себя подвергать. И я думаю, что это может потенциально сказаться на том, что люди просто могут поменять свою точку зрения на многие вещи. То есть, а это нам грозит гораздо большими проблемами, чем сейчас кажется закрытие медиа. Да? Потому что если мировоззрение людей станет не лучше, если они будут не разочаровываться в войне, а будут ее начинать поддерживать, те, которые были вчера условно читателями либеральных медиа, оппозиционных медиа, то это катастрофа.